Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, какие нам энергии раскроют карты. Но будем, конечно, реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о реальной жизни, которая у вас сейчас происходит. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И я вас приглашаю на свой сайт прочитать гороскоп на июль месяц, именно планетарный гороскоп, как вот для вашего знака зодиака, что говорят звезды, и где-то сверить с небесным расписанием ваши намерения и планы. Ну и понятно, картами Таро, которые, я надеюсь, нам расскажут, какие энергии на этой неделе будут для вас иметь большее значение. Первую карту мы такую достанем, что важно знать. Как траекторию ваших дел, планируемых, и те, которые как бы со знаком плюс у вас будут проигрываться на этой неделе, видят карты Таро. Итак, что в приоритете, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Сейчас чему не время, по мнению карт, или что вам может помешать как энергия, а какие энергии вам будут помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, энергия денег, личная жизнь. Что же важно? Карта Мир. Какой-то итог вы получаете, или подводите этот итог, или что-то завершаете, или как документы какие-то получаете. Вот у каждого же по-своему. Для кого-то из вас на кону поездка или переезд. Для кого-то может проиграться как обстановка вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран, и это мне нужно попасть в какое-то место безопасности, там, где мир, спокойствие, там, где более надежно. И у нас показан прообраз, как Дева Мария, которая плащом укрывает практически людей. У кого-то именно вот этот момент, место нашей безопасности, когда вы просчитываете, куда мне переехать, может быть и так. Или как мне какое-то свое дело именно продвинуть таким образом, или решить какой-то вопрос, чтобы как можно меньше проигрыша, или не было какого-то риска. Вот для вас не рисковать в принципе, это будет важно. И спокойствие, мир, гармония в вашей душе. Ну, когда карта Мир выпадает, это ведь старший аркан. Это вам как пространство помогает, мои дорогие рыбы и рыбки, для себя сделать что-то очень доброе, хорошее. Давайте неожиданности посмотрим. Выбор какой-то скорее будет, двойка монет. Выбор у кого-то по заработкам. Или когда придется с кем-то договариваться. Где-то действительно быть великим дипломатом. И вашим, и нашим. Может быть, кому-то придется пройти словно такой вот узкий фарватер ваших возможностей. Или совершить какой-то переезд, и вы будете тогда просчитывать детально. Как мне это сделать, осуществить, чтобы не ошибиться, может быть, и так. Для кого-то из вас это взаимодействие с людьми, когда, ну, тоже нужными людьми. Это для, может быть, для решения финансовых вопросов будет важно. Или для ваших каких-то последующих планов, задумок. У кого-то может проиграться и через отношения. Карта Мир, последний старший аркан. Когда вы отчасти можете и подводить итог ваших отношений. Если до этого была какая-то неопределенность, вам совершенно ясно будет, куда они могут идти или к чему они могут привести. Чему сейчас не время. Вот искусственно что-то на паузу ставить нет. Или думать не время, что как-то оно само разберется. Нет, тут ничего не разберется. Тут нужно даже, в принципе, аркан Мир. Спокойная обстановка в целом нам говорят. И даже если она в реальности неспокойная, мои дорогие рыбы и рыбки, то вам оно ничего не угрожает. У вас как раз время прекрасное, чтобы найти вот это место стабильности, спокойствия. Но это вам дается как помощь высших сил для того, чтобы вы выбрали правильное направление. Но не сидели, ждали, что пространство, Вселенная сделает этот выбор, да, если вы не примете какое-то решение. Тогда
Пространство Вселенная сделает этот выбор за вас. Но это условно вы свою судьбу отдадите на волю случая. Вот этому не время. Что же вам будет помогать? А когда вы будете хитрее, когда вы себе не навредите, когда вы понимаете, что информацию нужно проанализировать, может быть, и придется вашим и нашим, чтобы себе не навредить. Это карта хитрости, изворотливости, ловкости. Когда мы никому не верим, но именно потому, что мы, как я уже сказала, узкий фарватер должны пройти и не оступиться. Может быть, не получается какое-то дело, вопрос решить вот так, гордой поступью, или как уверенно, так вот надежно, когда все ясно, и, как знаете, широкая дорога перед нами, перспектив открыта. Нет, тут узкий коридор, слепой поворот, который нужно пройти, вот вписаться вот в этот поворот. Совершенно необходимо. И если вы настроитесь вот на частоту подобных энергий, у вас это получится. Люди могут манипулировать, и тогда карта говорит, ну и ты будь таким же, у тебя другого не остается. Мы себя тут сохраняем, как и в мире, так и в спокойствии. И не упустить какие-то возможности все-таки это будет важно. Ну и люди манипулируют, правда, и где-то вам приходится постоянно контролировать, что происходит вокруг вас, что говорят люди, анализировать. И помогают еще такие хладнокровные энергии, когда вас ничто не может зацепить и вывести на эмоции. Это тоже помогает. Что скрыто? Какая-то поездка или переезд как будто совершенно будут необходимы, или ну вот на кону что-то может очень важное стоять. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Когда у нас хватает мужества идти вперед, успех будет. Это он не на этой неделе будет, а спустя какое-то время, опять же, благодаря вам самим. И если вы действуете осторожно и где-то готовы к неожиданностям, то и успех, где-то вы настойчивы, безусловно, не без этого, и успех придет. Но сейчас вы можете захотеть получить все и сразу, а так не будет. Вот как решение, да, какого-то вопроса, с которым вам придется определяться, то это правда. Но в последующем вот есть какое-то направление, а выбор вы делаете теперь. Или, если мы говорим, вот этот переезд, тогда у кого-то он совершенно необходим и обоснован. Или для вас важно съездить куда-то, может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, и увидеть своими глазами на местности, определиться с какой-то ситуацией. И тоже не упустить. Не время одним словом сидеть сложа руки, а вам тут нужно что-то предпринимать. Причем вот так, хладнокровно, понимая, что у меня не так много времени. Или видеть свои реальные возможности, не замечтаться. Дела, работа, бизнес. Перемены вас, правда, подводит какая-то, даже если патовая ситуация, мои дорогие, она не патовая. Там есть выход. Но просто выход он с другой стороны. И вообще тут как-то совершенно прежние какие-то ваши, ну как методы работы или методы взаимодействия с людьми, они могут не помочь. По аркану колесница это что-то совершенно иное. И нам говорят, у тебя действительно пространство подталкивает сделать выбор, потому что что-то новое у тебя уже стоит. Вот оно как возле входа. А ты все время удерживаешь что-то старое или не можешь на что-то решиться. И пока ты вот это старое не проводишь, открыв дверь, вот это новое не войдет. Вам надо, ну, аллегорически говоря, вот эту дверь открыть самим. И тогда смена энергии происходит. Старое уходит, а новое практически врывается в вашу жизнь, потому что оно уже на пороге. И может быть вот эта дуальность как раз, она это и означает. Это как вы, мои дорогие, смотрите в зеркало, вы видите себя. Но вы предполагаете, что есть еще и другая область. Это как зазеркалье. И там все происходит как в замедленной съемке. Это если вы сейчас себя видя в зеркале, вы понимаете, допустим, вы берете в руку какой-то предмет, и вы видите, да, я взял предмет. А в этом зазеркалье, которое формируется нашей ментальностью, это происходит с какой-то задержкой. Да, мы можем это увидеть, а мы можем все бросить и сказать, что я не вижу, что у меня что-то изменилось. Но тогда надо принять во внимание, что вот этот механизм действий, или мы будем говорить, вот эта дуальность, она работает по
герметическому принципу. Это не происходит быстро. И мы можем от чего-то отказаться за 5 минут до победы или от каких-то возможностей, потому что мы же хотим все сразу увидеть или все сразу получить. А для чего-то требуется время, ваше мужество и ваша настойчивость. Перемены неизбежны, и вы не можете отдать на волю случая свою судьбу. Вот я бы сказала так. Деньги. Деньги есть, деньги будут. Кто-то к вам придет на помощь. Может быть, и так проигрывается. Или, мои дорогие, это может быть как конкретно получение денег, причем хорошие суммы. Это может быть как признание ваших заслуг или какая-то... Вами была проделана работа, у нас 21-й старший аркан, и теперь вы получаете за проделанную работу деньги. Может, это как гонорар, то, что вы уже заработали. Или что-то перспективное по деньгам, как новая работа, может быть и так, мои дорогие. Если вы искали долгое время, отправляли, может быть, резюме, тогда вы какой-то итог получите. Это может быть с учетом карты колесница, как ваши новые решения, кстати, и возможности решить какой-то финансовый вопрос наперед. Наперед я имею в виду, как получить, допустим, или рассмотреть варианты по работе, которые могут быть связаны, но отчасти не совсем на 100% с той деятельностью, которой вы занимаетесь или занимались, или к которой вы привыкли, она вам уже как бы привычно предопределена, а может быть это будет сродни тому, что вы знаете, как делать, но это какая-то другая область, другое направление, и вот от этого тоже нельзя отказываться. Тут как раз рассмотреть альтернативные варианты от начала до конца можно и нужно. У вас по работе по финансам или это по учебе по финансам. Какие-то перемены на пороге. И причем те, которые очень добрые. Аркан мир. А это вы сами. Король кубков нам показан. Вам придется решать или уравновешивать в себе две стихии. Стихию эмоций и решение материальных вопросов. У кого-то это может проиграться как ваш близкий человек, который вас будет поддерживать. Для людей семейных это может быть и переезд с семьей. Какие-то еще добрые энергии, когда вы останетесь довольны своим принятым, может быть, новым каким-то решением совершенно. Или вам придется проучаствовать в той развилке судьбы, которую для вас приготовила. Вот как раз судьба, мы говорим карма, может быть такое. Но тогда вы тоже даже каким-то новшеством или вот этим судьбоносным поворотом вы все равно остаетесь довольны. Потому что у вас сейчас какой-то очень поворотный момент, когда, используя вот эти, где-то хитрые и мудрые энергии, вы для себя можете решить на этой неделе очень что-то важное. Или, возможно, это касается вашей личной жизни, мои дорогие, и тогда больше определенности и больше ясности. Но я все же больше вижу с учетом, как и скрыто, как и аркан мир, по части дела, работы, бизнес или учеба, или, может быть, вопросы с документами. Вот здесь что-то вы сможете определить для себя самого или самой. Хотя я не могу говорить, что, может быть, это и в личной жизни что-то происходит доброе, хорошее. Мы все же все разные. И старший аркан мир, он ведь о всех сферах жизни. Но просто у каждого будет проигрываться что-то свое. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.